Привет, дорогие мои модники и модницы! Вы на канале Гимнастик, меня зовут Катя, и сегодня мы снова говорим про игру Pocket Styler. Во-первых, большое, огромное вам спасибо за активность под моим прошлым видео по этой игре. Я вам безумно благодарна. А сегодня мы с вами таким блиц-форматом обсудим вопросы, самые часто задаваемые по этой игре. Я покажу и в видео, что нужно делать, и голосом объясню. Короче, все будет, надеюсь, максимально понятно. Если что-то непонятно, как всегда, комментарии наши, все, пишите. Я каждому отвечу. Итак, давайте начнем. Первый вопрос: как составить виш-лист? На самом деле это очень просто. В меню есть такой пункт «Магазин». Нажимаете его. Дальше переходите в раздел «Показать все вещи». Там вы, собственно, видите все вещи, вы их листаете, смотрите, какие вам нравятся, и на вещах есть такое пунктирное сердечко. Вот его надо нажать, и тогда вещь попадет в ваш виш-лист. Виш-лист находится там же, в разделе «Магазин», над кнопкой «Посмотреть все вещи». Там располагается ваш виш-лист. Из виш-листа можно прям покупать вещь, то есть прям заходишь туда, так, что я хочу купить, надо что-нибудь новенькое. О, мне понравилась эта вещь в прошлой коллекции, куплю-ка я ее сейчас. Вот ты нажимаешь, покупаешь, все очень легко и приятно. Второй вопрос: как опубликовать образ без макияжа? У нас прям целое обсуждение этого вопроса были, это очень прям какое-то проблемное место было, потому что там еще баги какие-то были в игре, но я надеюсь, что все пофиксили. Чтобы отправить образ без макияжа, нужно зайти, когда вы заходите в события, там сбоку такая кнопочка, где можно поменять макияж и прическу. Вот нужно нажать туда. Заходим в раздел «Макияж глаз», «Макияж губ». Все, вот что у нас там отображается, снимаем галочки. Всё. Третий вопрос: как поменять аватар? Для того, чтобы поменять аватар, нужно перейти в свой профиль. Нужно нажать на кнопочку «Стайлер» в правом нижнем углу. И вы, собственно, увидите свою аватарочку. Если у вас подключен аккаунт Facebook, то вы видите, скорее всего, свою фотку. Вам нужно переключиться на фотку модели. Просто на маленький кружок с ней нажимаете, и все, фотка меняется на фотку модели. И возле этой вот аватарочки модели находится такой маленький карандашик. Вот его нажимаете, и у вас появляется прекрасная возможность изменить все, что угодно. Черты лица, волосы, цвет волос, прическу, глаза, макияж, все что угодно. И сережки даже поменять можно. Вот, и после того, как вы поменяете, вы это все сохраните, и при заходе в новые события, которые у нас, да, в городе происходят, у вас уже модель будет выглядеть вот так вот, новым таким образом, как вы ее и нарядили. Четвертый вопрос: как надеть украшения, имеется в виду именно блеск, и как использовать духи. То есть, грубо говоря, как использовать расходники. Итак, все очень просто. Перед тем, как вы отправляете образ, у вас вот общая панелька, да, где вы видите, сколько у вас использовано. То есть вы получите за неношенную вещь очки, за трендовую, за коллекционную, вот эта вот вся тема. Там есть раздел «Расходники», там 2 серых плюсика. Нажимаете на один из плюсиков, и у вас открывается менюшка. Там наверху есть 2 вкладки. Одна вкладка «Духи», другая «Блеск». И все, собственно, вы выбираете, какой блеск вы хотите, какие духи вы хотите, в зависимости от того, какой эффект вам нужен. Либо больше звезд, либо больше денег. Все, что вы хотите. Кстати говоря, эти расходники можно иногда получить бесплатно, посмотрев рекламу. Пятый вопрос: как найти подругу и добавить ее в друзья? Умные люди в комментариях мне подсказали, что все-таки можно найти людей, но если они у тебя в друзьях на Facebook. Просто у меня лично подключен аккаунт Facebook, но, видимо, никто из моих друзей в эту игру не играет, поэтому я никого там не вижу. Но если вы подключите свой Facebook аккаунт к Pocket Styler, ваша подруга это сделает, то вы, по идее, и вы друг у друга друзья в Фейсбуке, естественно, тогда вы, по идее, увидите друг друга в игре. Если кто-то это проверял, напишите, пожалуйста, в комментарии, так ли это, потому что мне проверить не на ком. Forever alone. Шестой вопрос: как часто случаются дуэли и что это вообще такое? Дуэли — это временные события. К сожалению, я точно не скажу, как часто они происходят. Мне кажется, что раз в месяц. Если у вас есть какая-то более детальная информация, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто когда я впервые столкнулась с дуэлью, она была какая-то забагованная, и ее отключили очень быстро, и потом она включилась вроде через 2 недели или около того, и потом ее долго не было, то есть я вообще не понимаю, у них есть какой-то график или нет. Но что вообще это такое? В рамках дуэли вам предстоит соревноваться
с конкретным, весьма конкретным образом. Да, вы можете увидеть образ, против которого вы ревнуетесь. А для дуэлей существует свой дресс-код. Этот дресс-код видишь и ты, и противник, и вы как бы в одних условиях играете, составляете образы и отправляете их. Перед тем, как вы вообще поймете, кто из вас победил, вам придется проголосовать за другие образы, и потом, буквально в прямом эфире, вы можете наблюдать за тем, как люди голосуют. Кому они дают голос? Вам или сопернику? И иногда, конечно, у меня глаза на лоб лезут от голосования. Вот что от обычного, что от дуэли. Ну, обычно я хотя бы не вижу, как оно происходит, но дуэли я просто сижу, смотрю и думаю, а почему вот так? А вот это реально вообще происходит? Мне иногда кажется, что это нереально. Ну, наверное, реально. Все-таки вкусы, я уже в прошлом видео говорила, вкусы у всех свои. Я не хочу кого-то гнобить за то, что ему нравятся там такие аляпистые образы. Это может быть свой какой-то стиль. Все-таки мы с вами стилисты, это все высокая мода, хай-фэшн бывает очень странно выглядит, поэтому, ну, окей, все может быть. Вообще просто вопрос голосования, он такой самый непонятный, самый интересный, наверное, для всех нас. Ну, оно и ясно, ведь это единственное переменное, неизвестное в нашем уравнении трансеттера. Поэтому я предлагаю, давайте напишем в комментариях, я тоже напишу, по какому принципу вы голосуете, на что вы обращаете внимание, какие все-таки детали, то есть важна ли вам прическа, смотрите ли вы на макияж, и бывает ли такое вообще, что вы голосуете просто наобум, то есть, ну, прям надоел голосовать, хочу отправить образ, надо протыкать быстренько и вообще пофиг. Бывает ли такое? Давайте поделимся друг с другом мнением, может быть, это нам как-то поможет скрыть глаза на этот странный мир голосования и вообще понять, что происходит, собственно. А теперь давайте быстренько посмотрим на 3 классных лайфхака, которые мне предложили в комментариях. Если в каком-то месте мне требуется купить 2 вещи, я одну из этих вещей покупала в каком-нибудь другом событии, а одну в этом, так получается, что за каждую будет бонус. Чтобы 3 часа не искать определенный стиль, коллекцию, цвет и так далее в требованиях, нажимаем сразу на само требование, и оно само найдется. Еще не советую покупать вещи, которые в этом сезоне с огоньком, потому что они будут стоить дешевле в следующем сезоне. Если вы об этой вещи мечтаете, то дешевле будет купить в следующем сезоне. Дорогие мои, если у вас есть потребность в каком-то детальном разборе еще какой-то игры, кроме Pocket Styler, пожалуйста, тоже не стесняйтесь, пишите в комментариях. А я благодарю вас за просмотр. Если видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Не стесняйтесь делиться лайфхаками в комментариях, задавайте вопросы, если они у вас остались. И не забывайте подписываться. Я желаю вам удачных сезонов и до скорых встреч. Пока-пока.